Наконец-то. Должен сказать, я разочарован. Я полагал, что ты будешь здесь гораздо раньше. Скажи мне, тебя не смущает, что ты убил своих братьев? А тебя не смущает, что ты приказал бросить меня в бездну? Вечность безжалостна, Розиэль. Когда я впервые проник в эту комнату столетия назад, я не представлял себе истинной силы знания. Знать будущее, Розиэль, видеть, как его пути и потоки уходят в бесконечность. Будучи человеком, я бы никогда не узнал этих запретных истин, но каждый из нас теперь представляет собой нечто большее, чем когда-то. Разве ты не чувствуешь всей душой, что мы становимся подобны богам? А если так, разве можно нас разделить? Покуда существует хоть один из нас, имя нам Легион. Наше будущее предопределено. Мне предсказал это Мебиус целую вечность назад. Мы все играем предписанные нам роли. Свободная воля лишь иллюзия. Я нашел гробницу Серафана, Каин. Как ты мог опорочить священника, превратив его в вампира? А как я мог не сделать этого, Розиэль? Человеку следует держать друзей близко к себе, а врагов еще ближе. Кто будет служить мне лучше тех, чья страсть превосходит все представления о добре и зле? Сарафанцы были спасителями, защищавшими нас год от зла, которую несем мы. Мои глаза открыты, Каин, и я не вижу никакого благородства вне жизни, которую ты грубо навязал моему телу. Может, ты приоткрыл завесу над прошлым, но ничего о нем не знаешь. Ты считаешь сарафанцев благородными альтруистами? Не будь простофилей. Они лгали так же, как и мы. Ты чуть не поймал меня, Розиэль. Но все закончится не здесь и не так. Судьбе предстоит сделать еще немало поворотов, прежде чем эта драма подойдет к концу. Разиэль, искупитель и разрушитель, пешка и мессия, добро пожаловать, охватившее время душа. Исполни свое назначение. Где я? Вот обычный вопрос. В твоем случае лучше спросить, когда? Очень хорошо, старая змея. Если предпочитаешь, я справлюсь с тобой и голыми руками. Это совершенно неожиданно. Эта сфера выводит из строя наших врагов вампиров, оставляя их беспомощными и растерянными. Странно, но она почему-то оказала такое же действие на твое оружие. Но поверь мне, я не собирался никому причинять вреда. Можешь сбросить маску вежливости, Мёбиус. Я знаю, кто и что ты такое. Мне следовало бы убить тебя на месте. Может, и следовало бы, мой мальчик, но ты этого не сделаешь. А ты в этом уверен, Мёбиус?
Роль хранителя времени дала мне определенную толику ясновидения, Розиэль. Нет, ты не убьешь меня. Эта честь будет принадлежать твоему создателю Каину примерно через 30 лет после сего дня. Вы двое друг другу подходите. Ты такой же фаталист, как и он. Смерть придет за всеми нами, Розиэль. Это только вопрос времени. Откуда ты знаешь мое имя? Мы никогда не встречались. Совсем наоборот, Розиэль. Я знаю тебя очень хорошо. И мне больно видеть, как жестоко использовал тебя Каин. И я знал тебя, когда ты был членом Сарафанского братства, Розиэль. Мы даже были близки. О, пожалуйста. К счастью, тебе теперь не нужно любить меня, чтобы быть моим союзником. Мы находимся в крепости сарафанцев? Да, но боюсь, что дни славы сарафанцев давно прошли. Это более циничная и развратная эпоха. Сейчас в крепости обитает моя наемная армия. Мы почитаем память сарафанцев собственной священной войной. Это вампир Вородер? Да, бич круга, наиболее испорченный и упаднический представитель этой дегенеративной расы. Он убил 6 моих хранителей, когда они беззащитные скрывались в этой комнате. А ты каким-то образом пережил эту бойню? Я и 2 других. Круг был опустошен, остались только мы втроем. Как удобно. Надеюсь, ты простишь меня, но я не буду наивно пожирать все крохи информации, которые ты мне бросаешь. У тебя репутация обманщика. А кто представляет меня таковым? Злодей Каин? Тот, кто предал и уничтожил тебя? Наш общий враг? Подумай об источнике, прежде чем судить меня. Тогда мы забудем о восстановлении нашей старой дружбы, но мы можем заключить союз, базирующийся на общей основе. Мы оба хотим смерти Каина. Я могу помочь тебе. Тебе незачем вмешиваться в это, старик. Я знаю все о твоих грязных схемах, но с этим тебе не справиться. Ты недооцениваешь меня, Розиэль. Позволь показать тебе. Даже сейчас Каин лежит и ждет тебя, не зная, что я выхватил тебя из потока времени и привел сюда. Смотри, как он прислоняется к тем самым колоннам, которые ему суждено разрушить, в глупой уверенности, что ускользнул от тебя. Колонны все еще стоят в этом времени. Да, Розиэль, это воплощение божественных сил, охраняющих жизнь нашего мира. Мы те, кто служит колоннам, поддерживаем их равновесие, а Каину предназначено быть точкой опоры, вокруг которой вращается это равновесие. Я думаю, ты уже видел пустыню, порожденную его ужасным решением. Само существование Каина — рак нашего мира. Пока он жив, нос год в опасности. Возможно, ты никогда уже не будешь человеком, Розиэль. Но ты можешь вернуть суть своей человечности и благородства своего сарафанского наследия. Иди к нему, Розиэль, и покончи с этим. Но сперва тебе нужно выбраться из крепости, а в этом, боюсь, я не смогу тебе помочь. Мои солдаты не поймут твоего появления, они попытаются убить тебя. Тебе, конечно, не следует бояться их. Они тебе не ровни. Постарайся свести потери к минимуму, но делай то, что должен делать. Все великие события нуждаются в нескольких мучениках. Оказавшись в одиночестве, я осмотрелся и обнаружил вторую комнату. Ее вход был идентичен первой. Отличие было только одно. Этот кристалл был очень важен, но почему, я еще не понял. В крепости я нашел признаки своего бывшего рода.
Раньше я был сарафанским жрецом. Я был лишен всего этого, когда Каин вторгся в мою священную гробницу и осквернил меня. Вдали от воздействия проклятого посоха Мёбиуса я ощущал, что силы похитителя душ постепенно восстанавливаются. Если артефакт Мёбиуса имел такое влияние на вампиров, то он действительно имел серьезное преимущество перед своими врагами. Теперь я понял, каким образом Мёбиусу удалось так много добиться. Если он мог поднять своих врагов, то они были в его распоряжении. Но почему посох так влиял на похитителя? Когда я приблизился к внутреннему святилищу крепости, странное чувство охватило меня. Неописуемое ощущение смещения, даже головокружение, как будто реальность вокруг меня накренилась. Беспокойство, казалось, исходило из внутренней часовни святилища. И по мере того, как я осторожно приближался к нему, чувство искривления усиливалось с каждым шагом. Итак, это гробница короля Уильяма Справедливого, который был канонизирован как мученик. Его убийство стало спусковым крючком для священной войны Мёбиуса. Мне говорили о путешествиях Каина, как юному вампиру, как Мёбиус силой заставил его вернуться в прошлое и убить Уильяма, что спровоцировало вспышку ненависти к вампирам среди граждан Назгота. И тут я обнаружил источник этого смещения. Похититель душ, выложенный здесь в качестве священной реликвии. Он сломан, очевидно, в битве между Каином и Уильямом. Я не думал, что такое возможно. Разумеется, до тех пор, пока Каин не сломал клинок, когда пытался одолеть меня. Это освободило дух, обитавший в похитителе, и он привязался ко мне, став единым со мной оружием. Так похититель встретился со своей бывшей сущностью, все еще заключенной в физической оболочке. Я зачарованно смотрел, как возникает призрачный клинок и прижимается к клинку реальному. Встретив своего двойника, свое зеркальное отражение, долго спавший дух похитителя сейчас полностью проснулся. И впервые я чувствую реальное присутствие другой его сущности. Упрямый, жадный и обезумевший от 1000 лет заключения. Теперь командовал похититель, а я, отныне всего лишь беспомощный дух, чувствовал, как рвется моя душа восстановить клинок. Но похититель слишком умен, чтобы уничтожить своего хозяина, и когда мне показалось, что я вот-вот потеряю сознание, клинок ослабил свою хватку. Придя в себя, я понял, что отныне мы скованы в единый союз. Похититель больше не является моим симбиотическим оружием. Это разумный паразит, жаждущий власти. Что ты со мной сделал, Мёбиус? Это твоя ловушка. Почему моя? Не забывай, это Каин привел тебя сюда, не я. Пока ты проклинаешь меня, единственное существо в Нозготе, готовое помогать тебе и руководить тобой, Каин смеется над нашей глупостью и наслаждается твоим испугом. Эти клинки, теперь слившиеся воедино, вселяли ужас в сердца тех, кто был куда крепче тебя, старик. Я даже представить себе не могу, что они сделают с жалкой оболочкой твоей души. Разиэль, умоляю тебя, сдержи твою руку. Я тут ни при чем. Я только хотел помочь тебе в твоем благородном деле. Как ты дрожишь, Мёбиус? Неужели твоя уверенность покинула тебя? Похоже, ты совершил роковую ошибку, оставив где-то свой драгоценный посох. Это ведь он придавал тебе смелости. Разиэль, ты не знаешь, что делаешь. Я пошел на риск, появившись перед тобой беззащитным, только для того, чтобы доказать тебе чистоту моих намерений. Если в тебе осталось хоть что-то от сарафанца, ты этого не сделаешь. Пока ты угрожаешь мне, настоящие враги ускользают от тебя. Не беспокойся о Каине, старик. Очень скоро он будет гореть в аду вместе с тобой. Как ты говоришь, смерть
приходит за всеми нами. Да, колесо судьбы требует этого. Что ты сказал? Колесо судьбы, неумолимый цикл смертей и перерождений, которому подчинены все люди. Мы служим одному и тому же Богу, Розиэль. Убив меня, ты убьешь личного слугу Бога. А я сомневаюсь, что даже ты отважишься взять на себя такой риск. Я устал от твоих игр, Мёбиус. Теперь, когда я знаю, что ты боишься меня, мне больше незачем о тебе беспокоиться. Меня ждет Каин. Тогда ступай, Розиэль, найди Каина и уничтожь его именем единственного Бога, которому оба мы служим. Ты, бывший некогда священником сарафанцев, ты был убит, опозорен, уничтожен и снова возрожден благодаря его милости. Теперь ты достаточно могущественен, чтобы стать его посланником, орудием расплаты. Мне вполне хватит собственной мести. Ты чуть не поймал меня, мой маленький синий убийца. Но можешь быть уверен, это был первый и единственный шанс, который тебе представился. Теперь я могу призвать клинок в любой момент, вне зависимости от моих сил. Но будучи призванным, клинок становится ненасытным. Он пожирает души своих жертв, а если я позволю похитителю набрать слишком много сил, его голод обратится на меня. Это был легендарный Янос Одран, самый древний и могущественный вампир, который когда-либо существовал. Говорят, что он жил высоко в северных горах Назгота и совершал набеги на беззащитные деревни внизу. С ним было покончено, когда сарафанцы выследили его и вырвали бьющееся сердце из все еще живого тела. Этот артефакт стал известен под названием «Сердце тьмы». По легенде, он мог восстановить вампирическую нежизнь. Поэтому сарафанцы охраняли этот артефакт, чтобы он не попал в руки их врагов. Но мне было интересно, правда ли Янос Одран был таким уж монстром, или это сарафанцы всего лишь выставляли в таком свете своего злейшего врага. Странно, как круг моей истории замкнулся. Я понял, что эта часовня была памятником моим сарафанским братьям и мне. Все мы лежали здесь, а затем нашу святыню осквернил Каин. Он применил свой дар на трупах. Впервые я ощутил свою сущность сарафанца, которая присутствовала здесь, рядом с моими братьями. Мне было очень больно осознавать, каким чистым и благородным я был, и каким злодеем я стал. Меня охватило чувство ужасающей потери. Я знал, что меня предали. Я с трудом мог переносить все это. Все, что мне было нужно в тот момент, это найти Каина и уничтожить его. Я вышел и впервые увидел Назгот в его былой славе. Земля была переполнена жизнью. Я осознал, что то время, из которого я прибыл, было трупом Назгота, результатом влияния паразитической империи Каина. Каин пожертвовал этой землей, чтобы сохранить свою жалкую жизнь. Ему было наплевать на цену. Я еще больше укоренился в своем стремлении. Я ощущал, что колонны вели на северо-запад. И если Каин хотел сразиться со мной там, я его не разочарую. Пройдя мимо этой отметки, я ощутил, что сила похитителя начала передаваться кольцу, в результате чего она стала светиться. Из-за этого в мире духов появились маяки.
Если я когда-нибудь окажусь в королевстве душ, эти маяки укажут мне дорогу в безопасное место и восстановят меня. Эти древние обелиски были таинственным образом настроены на мою духовную сущность. Просто нажав на символ, я мог сохранить свою душу, чтобы вернуться к этому месту, когда я устану или заблужусь. Несмотря на то, что я только что покинул крепость, я осознавал, что история совершит оборот, и я вернусь сюда. Однако попасть в крепость будет не так-то просто. Тот балкон, с которого я бежал, теперь был для меня недосягаем. Войти можно было только через эти массивные ворота. Но ворота были запечатаны. Как и временные комнаты, ворота были каким-то образом связаны с кристаллом, который находился над входом. Вампиров не было ничего общего с теми шакалами, которых я оставил в Империи Каина. Кажется, они смогли сохранить большую часть своей человеческой сущности. Без сомнения, в этом времени вампиры были не просто непобедимыми хищниками, которыми были мы. На этих существ охотились, их преследовали. И хоть я по-прежнему считал, что вампиризм — это чума, от которой необходимо избавляться, в этом преследовании не было ничего благородного. Это была просто безжалостная травля. Колонны Назгота. Божественные, целые и невредимые. Я никогда не видел их в таком состоянии, хотя какое-то сильное и неизгладимое чувство отзывается во мне. И здесь, у самого сердца колонн, затаилась та самая язва, которой было суждено разрушить их. Я знаю, что ты здесь, Розиэль. Мёбиус привел меня к тебе, Каин, хотя я мог бы догадаться, что мы встретимся здесь. А если бы Мебиус сказал тебе, что я прячусь с другой стороны ада, ты бы бросился в забвение, чтобы поймать меня? Мебиус ловит неосторожных и невежественных, вылавливая свою добычу из потоков судьбы. Держись подальше от его сетей, Розиэль. Избавь меня от сравнений, Каин. Я догнал тебя здесь с одной единственной целью. Ты заплатишь за предательство, и в Назгот вернется равновесие. И кто будет удовлетворен? Розиэль или Мебиус? Лучше было бы, чтобы мной манипулировал ты, Каин. А теперь повернись и сразимся. Это не болтовня, Розиэль. Мы все просто пассажиры на колесе судьбы, которое описывает идеальные круги. Мы здесь по какой-то причине, но я видел начало и конец нашей истории. Она жестока и полна безумия. Мы должны переписать ее окончание. Ты и я. Повернись и сражайся, Каин. Даже ты не заслуживаешь такой трусливой смерти. Разве приговоренный не имеет права на последнее желание? Не припомню от тебя такой любезности. Уступи мне, Розиэль. Я прошу только, чтобы ты выслушал. Это величайший момент нашего бездействия, Розиэль. Невыразимая точка опоры, от которой зависит вся история. Вот где был предан Назгот. В этот момент Ариэль, хранительница равновесия, была убита темными силами, возжелавшими испровергнуть колонны. Ее дух сейчас на свободе, навсегда потерян, стремится найти дорогу сюда. Ты уже видел, как она приходит к этим колоннам. Прикованная к этому месту твоим отказом умереть. Ты причина всех бедствий этой земли, и пока ты жив, ты обрекаешь Назгот на вечную разруху. Тише, Розиэль, смотри. Когда Ариэль умерла, я был рожден, чтобы занять ее место в качестве хранителя равновесия. Таково мое предназначение. Боже мой! Когда раздался мой первый крик,
возлюбленный Ариэль, хранитель Напраптор, нашел ее тело. Подавленный горем, измученный подозрениями, Напраптор впал в безумие, которое охватило и остальных хранителей, поскольку они были связаны, включая меня. Последствия убийства Ариэль были точно просчитаны. Весь круг впал в безумие, а я, захваченный при рождении, не мог справиться с ролью, которая была предназначена мне судьбой. Я должен проявить то же милосердие, которое ты проявил по отношению к остальному кругу. Ты убил их, чтобы восстановить колонны, но твоя рука дрогнула, когда дело дошло до последней жертвы. Что случилось, Каин? Ты же последний. Зачем проклинать меня за то, на что у тебя не хватило смелости? Давай оставим в стороне моральный аспект. Мы знаем, что в этом поступке нет альтруизма. Тебя привело сюда твое безумное негодование. Я на это и рассчитывал. Этого не надо стыдиться, Розиэль. Месть — вполне достаточная мотивация. По крайней мере, это искреннее намерение. Ты можешь меня ненавидеть, но делай это честно. Через 30 лет меня поставят перед дилеммой. Назовем это броском монетки. Орел, я пожертвую собой и восстановлю колонны. Но поскольку я последний выживший вампир Носгота, это будет означать гибель моей расы. Мебиус позаботится об этом. Решка, я откажусь принести себя в жертву и тем самым обреку колонны на вечное разрушение. И как бы ни упала монета, игра проиграна. Но мы оба согласны, что колонны необходимы, и их следует восстановить. Да, Розиэль, вот почему мы завершаем полный круг в этом месте. Итак, в конце концов мы сошлись. Чтобы сойти с мертвой точки, ты должен умереть, чтобы могли родиться новые хранители. Колонны не принадлежат им, Розиэль. Они принадлежат нам. Твоя заносчивость безгранична, Каин. Есть и третья возможность. Величественная тайна, скрытая в самом твоем присутствии здесь. Но эту тайну ты должен раскрыть сам. Узнай свое предназначение, Розиэль. Тут тебе все откроется. Ты же сам сказал, Каин, у монеты только две стороны. Разумеется. Но если кидать монету много раз, возможно, в один прекрасный день она упадет на ребро. Знал, что остановило мою руку. Почему я так легко дал Каину уйти после того, как я так долго его преследовал? У меня не было причин доверять Каину, ведь он меня ни во что не ставил. Но все равно его слова меня заинтриговали. Мною очень жестоко воспользовались, чтобы я мог быть его пешкой. Если в этом мире и существовали какие-то загадки, я собирался их разгадать. С момента своего прибытия я не мог избавиться от ощущения, что за мной наблюдают. Кто-то был очень заинтересован в моем присутствии здесь. Судя по всему, эта дверь была запечатана уже много веков. Я начал осознавать, что то, что я оказался здесь под этой фигурой синей кожей, очень похожей на меня, и имея при себе этот ключ, было непростым совпадением. И при помощи сил гравитации я смог открыть эту древнюю дверь и пересек предел. Розиэль.
Розиэль! 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 Когда я вошел в эту комнату, я почувствовал, что она была запечатана сотни, а может и тысячи лет. И хотя эта комната явно была построена тогда же, когда были возведены колонны, я знал, что это место создавали не человеческие руки и что, возможно, его никогда не видели человеческие глаза. Картины на стенах изображают крылатую расу. Их черты так похожи на мои собственные, но они красивы, тогда как мои гротескны и ангелоподобны, тогда как я похож на демона. Я пытаюсь понять эти картины. Великая война, но сражающихся я никогда не видел. Колонны, воздвигнутые крылатой расой, которая победила своих противников. Снова крылатые существа, извивающиеся в агонии. Возможно, они страдают от жажды крови, которая время от времени мучает и меня. И по всей комнате, повсюду изображение похитителя. Это советовал мне узнать Каин. Интересно. Ложь, Розиэль. Не позволяй обманывать себя. Мой древний покровитель. А я осмелился надеяться, что наши пути разошлись. Твое молчание очень освежало. У тебя, без сомнения, есть чрезвычайно важные причины, чтобы присутствовать здесь, а? Не нужно высокомерия, Розиэль. Я присутствую вечно здесь и везде, сейчас и всегда. Я все еще центр вращения колеса, ось назначения мира. Но, возможно, совсем не такой всемогущий, как ты заставил меня поверить. Ты слабовато держишься за меня. Так как я в тебе больше не нуждаюсь, мне начинает казаться, что ты нуждаешься во мне. Не опускайся до дерзости, Розиэль. Не забывай, что у тебя есть еще дело. Ты в долгу передо мной. В долгу? Ты хочешь, чтобы я благодарил тебя за дар, о котором я не просил? Ты забыл, что вынудил меня вселиться в этот омерзительный остров? Я вернул тебя к тебе, Розиэль. Это Каин уничтожил тебя, тот самый враг, которому ты позволил ускользнуть. Не подведи меня, слуга. Я не служу никому, ни тебе, ни Каину, ни твоему лакею Мебиусу. Мебиус хороший слуга, у меня их много. А как ты думаешь, укрепится вера Мебиуса, если я скажу ему, что он поклоняется гигантскому кальмару? Ты становишься все упрямее, Розиэль, но берегись. Обнимая змею, ты рискуешь быть ужаленным в сердце. Каин — сложный противник. Он будет убеждать и обманывать тебя. Ты так гордишься своей волей, а сам позволяешь этому выродку лишать тебя смелости. У меня иллюзия относительно его честности меньше, чем у кого-либо. На самом деле я устал от того, что мною пытаются манипулировать со всех сторон. Я просто ищу истину. Это непостижимая истина, Розиэль. Агония рождения, смерти и перерождения — это колесо судьбы, цикл, поддерживающий жизнь. Вампиры — это мерзость, чума, высасывающая из этой земли ее духовные силы. Они препятствуют течению жизни и смерти. Их души коснеют в отвратительных телах, но колесо должно поворачиваться. Смерть неминуема, ее нельзя избежать. Твое назначение предопределено, Розиэль. Ты действительно мой похититель душ, бич вампиров, потрошитель их предательских душ. Оставайся твердым. Покончи с вампирической заразой и возроди Нозгот. Ты должен пролить кровь Каина.
Каин действительно заслуживает смерти за то, что заключил меня в эту омерзительную форму. Но когда и если я убью его, это будет только мое решение. Каин уничтожил тебя без малейших угрызений совести. Он вырвал душу из твоего тела, а после того, как ты верой и правдой прослужил ему много лет, бросил тебя в бездну по случайному капризу. Помни о своей ярости, Розиэль, пусть она ведет тебя. Я оказался совсем в другом ландшафте. Дневной свет едва пробивался сквозь плотные заросли этого леса. Здесь я обнаружил древние развалины. Без сомнения, это была одна из временных комнат Мёбиуса, но она была запечатана и покинута уже очень давно. Пока я не мог распечатать дверь, но я чувствовал, что со временем мне удастся это сделать. Итак, мой наблюдатель был обнаружен. Он исчез, когда понял, что его обнаружили, но я смог разглядеть его. Его было трудно не узнать. Это был вампир Вородер, монстр-убийца из крепости. Странно, что существо, которое в одиночку могло справиться со всем кругом, избегало поединка со мной. Ладно, если Вородер не идет ко мне, я сам пойду к нему, но сначала мне надо найти способ до него добраться. Похоже, здесь был проход, который вел на север, в горы. Пролом, правда, был довольно высоко, и, может быть, позже я смогу найти способ преодолеть его. Моего скрывающегося друга нигде не было, но эти развалины заинтересовали меня гораздо больше. Я узнал эти древние символы, которые находились в комнатах под колоннами, и понял, что этот алтарь был закрыт для всех, кроме владеющего похитителем. На этом алтаре была изображена крылатая раса и их война против таинственных нечеловеческих существ. Кажется, эти крылатые существа были архитекторами не только колонн, но и всего этого загадочного места. И, как и в комнате с колоннами, на этом алтаре везде присутствовал символ похитителя. Он был изображен в виде священной иконы.
Приблизившись к алтарю, я почувствовал, что похититель начал двигаться сам по себе. Как и в часовне Уильяма, баланс сил был смещен. Похититель душ теперь был главным, а я всего лишь служил ему. Похититель вонзил себя в этот таинственный алтарь и вобрал в себя энергию, находящуюся внутри. Ославив это место, похититель отпустил меня. Придя в себя, я осознал, что эти древние алтари были наковальнями, построенными с единственной целью — даровать похитителю природные силы. Теперь я понял, что видел во время своего путешествия. Это были природные символы, настроенные на одну из основных сущностей. Закалив похитителя на наковальнях, я тем самым открыл доступ к каждому элементу на Назготе. Эти улучшения были непостоянными. При помощи них я всего лишь смог открыть доселе недоступные возможности меча. Концентрические круги, находящие друг на друга. Я узнал этот символ. Такой же находился на другом древнем алтаре, который я видел на озере недалеко от крепости сарафанцев. Может быть, теперь, когда я был вооружен природной силой тьмы, я мог вернуться и попасть внутрь. Довольно оборванным для спасителя. Ворадор. Я вижу, моя слава идет впереди меня. Так и есть. Надеюсь, только хорошее. Я наблюдал за тобой с тех пор, как ты спасся из проклятой крепости. Странно, что твое появление совпало с уничтожением колонн. Но мне интересно, ты причина этих событий или ответ на них? Я не знаю, о чем ты говоришь. Тогда я буду говорить прямо. Я не доверяю тебе, незнакомец. Твое появление из гнилых глубин крепости Мебиуса заставляет меня спрашивать, какова, собственно, твоя цель. А что я могу заключить по твоей внешности? Явно не человек, и скорее демон, чем вампир. И колонны вряд ли просто совпадение. То, что разрушение колонн совпало с твоим появлением. И вот я задаю прямой вопрос. Ты инструмент уничтожения колонн или их спасения? Ни то, ни другое. Хорошо, тогда посмотрим с другой стороны. Я следовал за тобой во время твоего путешествия и видел, как ты с легкостью раскрывал тайны, которые были скрыты ото всех на протяжении тысячелетий. Путь, которым ты идешь, открыт только для одного существа. Ты не знаешь, что ты такое? Так? Я многое. Если ты считаешь меня невежественным, просвети меня. Вот в чем смысл. Этот мир спасти уже нельзя. Пусть его получат эти скоты, люди. Менее всего я ожидал капитуляции от тебя. Столетия гонений многому научили меня. 500 лет назад наша раса была почти уничтожена фанатиками-сарафанцами. А сейчас все повторяется сначала. За какое-то десятилетие головорезы Мебиуса едва не довершили то, чего не смогли сделать сарафанцы. Вампиры вмешивались в дела людей. Посмотрите, к чему это нас привело. Тогда что мне делать с этими раскрытыми мной секретами? Изображение крылатой расы, колонны и похитителя? Волшебные сказки, мой мальчик.
Иллюзии древней культуры, которая все еще цепляется за надежду, хотя мир давно изгнал ее. Их род иссякал, пока не остался всего один древний. Его поддерживало только чувство долга и неугасимая вера в старое пророчество. Видишь ли, даже если ты тот, кем кажешься, это уже не имеет значения. Ты опоздал. Янос Одран, хранитель Похитителя, последний из древних и мой создатель, был убит сарафанцами примерно 5 столетий назад. Он один знал ответы, которые ты ищешь, но его тайны умерли вместе с ним. Я не знаю, как тебе удалось зайти так далеко без его руководства и без Похитителя, украденного сарафанцами 5 веков назад. Боюсь, друг мой, что тебе и всем нам не повезло. Я мог не доверять Вородеру так же, как и всем остальным. На самом деле, древний вампир был самым убедительным. И если Янос Одран был ключом ко всему этому, я найду его. А временной прибор Мёбиуса должен был дать мне проход. Но сначала я должен был найти способ вернуться в крепость. И я подозревал, что в этом мне может помочь таинственный алтарь на озере. А вот и мой своевольный ребенок. Подозреваю, что я узнал больше, чем тебе понравится. Что я должен думать об этих развалинах, усеивающих землю, и об изображениях на стенах этой комнаты? Это просто останки погибшей цивилизации. Тебя ввели в заблуждение, Розиэль. Древняя цивилизация надеялась таким образом манипулировать будущим. Ты должен быть осторожен. В этом мире действуют темные силы, которые постараются помешать тебе выполнить твое предназначение. Я в этом не сомневаюсь. Вопрос только в том, нет ли их со мной рядом в данный момент. Твоя заносчивость может привести тебя к смерти, Розиэль. Откажись исполнять мою волю, и ковчег твоего предназначения потерпит ужасное крушение. Твои угрозы неподвижны. Даже сейчас тебе меня не достать. Я могу дотянуться дальше, чем ты предполагаешь. Ты играешь в очень опасную игру, Розиэль. Не оставалось никаких сомнений, что эти крылатые существа были создателями колонн. Хотя было трудно что-либо разобрать, все же было понятно, что...
Я опустил похитителя на наковальню и вложил в него силу света. Теперь я мог вновь войти в крепость и, наконец, применить временной прибор Мёбиуса, чтобы завершить свои дела. Покажись, Каин. Здесь, Розиэль. Все решается здесь. Тебе не постичь важности, восторга и трагедии этого момента. Но тем не менее ты должен сделать это, если хочешь избавить Носгот от проклятия. Я понимаю только одно, Каин. То, что ты и Мёбиус подталкивали меня к этому моменту, означает просто, что я не могу доверять ни одному из вас. Я не знаю, кто дергает за ниточки, но это больше не имеет значения. Я обрежу их, и отныне я буду следовать собственным курсом. Если бы только это было так просто. Твой фатализм утомителен, Каин. Он глубоко укоренился, Розиэль. Ты должен понять, наше присутствие здесь не меняет историю. Мы с тобой встретились здесь, потому что были вынуждены. Мы всегда встречались здесь. История неисправима. Брось камень в бурную реку. Течение просто обойдет его и понесется дальше. Мы с тобой камешки, Розиэль. И у нас еще меньше надежды изменить поток времени. Континиум истории слишком силен, слишком упруг. Кроме того, как тогда мы объясним Уильяма? Всеми любимый король-мальчик стал тираном. В дни моей юности я видел, как Уильям пришел к власти и как он превратился в Немезиса и опустошил Носгот. Держись подальше, Каин. Годы спустя мне представился шанс отправиться в прошлое. Я не подозревал, что все это было организовано Мебиусом. В своей мудрости я воспользовался этой возможностью, чтобы убить юного короля, прежде чем он разорил Носгот, и тем самым предоставил повод, который искал Мебиус, чтобы развязать войну с нашей расой. Предупреждаю, ни шагу дальше. Этот безрассудный поступок распутал пряжу истории. Немезис так и не стал Немезисом. Уильям умер как святой мученик. Я, вампир-убийца, стал причиной истребления моего собственного народа, а Мебиус воспользовался этим в своих целях. Я уничтожил тирана только для того, чтобы породить худшего тирана. Но как это может быть? Как, если история неизменяема? Ответ здесь, в этой комнате, Розиэль. Мебиус подталкивал и меня, и Уильяма, но сперва он убедился, что мы оба вооружены похитителями душ. Похититель! Вот ключ. Два воплощения меча встречаются во времени и в пространстве. Создается парадокс. Временное искривление, достаточно сильное для того, чтобы сместить курс истории. Это твое колдовство? Не мое, Розиэль, твое. Тебе нечего бояться меня, Розиэль. У тебя все карты. Тогда, возможно, мне следует испытать твою искренность. Если то, что ты говоришь, правда, ты должен испугаться. И я могу убить тебя здесь и сейчас. Так и сделай, Розиэль. Что происходит? Мы движемся навстречу судьбе, Розиэль. То, что ты чувствуешь,
Это напряжение истории, рвущейся к нам. Здесь сталкиваются история и судьба. Если ты веришь в свободную волю, Розиэль, настало время испытания. Убей меня сейчас, и мы оба станем пешками истории, сбитыми с пути поддельного предназначения. Я должен был взять на себя роль хранителя равновесия в Носкоте, а ты должен был стать его спасителем. Но карта моей судьбы была перечерчена Мебиусом, а потом то же самое случилось и с твоей. Это безумие! Борись, Розиэль. Этот момент не должен стать окончанием. Он может оказаться началом. Я не могу! Ты можешь, Розиэль. Посмотри внутрь и убедись, у тебя достаточно сил, чтобы изменить наше такое неизбежное будущее. Бедный Уильям. Что это? История принимает парадокс. Даже сейчас поток времени пытается повернуть, хлынуть в старое русло, которое ты блокировал своим отказом уничтожить меня. Будущее перестраивается в соответствии с принятым тобой решением. Вот в этом месте мы обрели себя и вернули свои первоначальные предназначения. Теперь, возможно, я смогу принять на себя роль хранителя равновесия и передать колонны тем, кому они по праву принадлежат. Вампиром. Это то самое предназначение, которое ты так уговаривал меня узнать? Ха, я не знаю, в какую игру играете вы с Мебиусом, Каин, но я отказываюсь быть вашей пешкой. В отличие от тебя, я все еще ценю то человеческое, что мне удалось сохранить. Ты не сможешь использовать меня в качестве инструмента для осуществления своих мессианских иллюзий. Хорошо, Розиэль. Я не прошу тебя доверять мне. Ты сам должен узнать истину. Смиренные слова для того, кто пытается преподать мне урок на каждом ходу. Тогда продолжай свое путешествие и учи уроки сам, Розиэль. Помни, тебя привел сюда Мебиус, но ты уходишь освобожденным. Ты обладатель свободной воли и завоеватель фальшивой истории. Тебе еще многое предстоит открыть, если только у тебя хватит смелости и воли, чтобы узнать истину. Ах да, мне и вправду нравится это выражение твоего лица. Ты ведь не знаешь, что теперь делать, старик. Вот ты и попался без твоего проклятого посоха. И думаю, дела идут совсем не так, как ты рассчитывал. Ты же не ожидал, что муха, запутавшаяся в твоих сетях, начнет бороться с тобой. Дьявольское влияние Каина отравило твой разум, Розиэль. Теперь тебе мерещатся предатели повсюду, даже среди ближайших союзников. Мы никогда не были ближайшими союзниками. Может быть, заговорщиками. Недолго. Почему ты не убил Каина, когда у тебя был выбор? Он был в твоей власти. Точно. У меня был выбор, и я выбрал милосердие. А теперь я знаю твой подлый секрет, значение того смещения, которое я ощутил, когда два похитителя соединились. Странно, что меня просветил дьявольский Каин, а не ты. Фактически я узнал гораздо больше, чем ты рассчитывал. Теперь я понимаю, как ты пытался манипулировать историей в своих личных целях. Но теперь все твои чудесные схемы не работают, так ведь? И все потому, что я, наконец, поступил так, как хотел сам, а не по указке всяких колдунов, духов и демонов, которые поют песенку с одним и тем же припевом «Убей Каина». Отныне я буду сам выбирать свой путь, Мебиус, и я собираюсь узнать правду. Но ты приговариваешь нас всех своим опрометчивым поступкам. Вряд ли он был такой уж опрометчивый. Мне потребовалась вся моя воля, чтобы сделать это. А что, мой отказ убить Каина перетасовал твою колоду карт?
Ты действительно думаешь, что это была твоя добрая воля, Разиэль? Ты просто слуга Каина. Я не служу Каину. Я просто не убил его. Разиэль, не забывай, зачем ты здесь. Тебе предназначено стать спасителем Нозгота. О, мне делается дурно от этой фразы. А что до спасения Назгота, то до сих пор я видел мало причин беспокоиться, и отныне я буду сам выбирать себе цель столб времени. Вот сейчас, например, я собираюсь манипулировать тобой для разнообразия. Иди туда. Что ты делаешь? Давай же, Мёбиус. Ты хитрая змея. Ты справишься с этим, не сомневаюсь. Эта эра мне больше не интересна. Ты включишь это устройство и обеспечишь мне проход. Я хочу видеть мир в более простые времена до того, как сарафанцы начали свою священную войну. А что насчет Каина? Ты оставляешь свою жертву? Убей его сам, если это так уж важно. Тебе нужно только коснуться 2 полюсов переключателя, и устройство перенесет тебя. Но я умоляю тебя, пересмотри свое решение. Не трать силы на уговоры, старик. Продолжай гнить здесь и забудь обо мне. Когда я покинул временную комнату, я понял, что тут не обошлось без предательства. Крепость была покинута. Если у меня еще и были какие-то сомнения касательно того времени, в которое я попал, то эти гротескные панно их развеяли. Здесь был Мёбиус, уже давно убитый Каином. Он вел свою кровавую войну. Если мне были нужны еще доказательства, мне было необходимо завладеть вещью, которую держал при себе Мёбиус. Голова Вородора. Последнее триумфальное убийство головорезов Мёбиуса. Его казнь ознаменовала собой уничтожение вампиров. И вместо того, чтобы отправить меня в прошлое Назгота, проклятый прибор Мёбиуса отослал меня примерно на столетие в будущее. Ошибки быть не могло. Мёбиусу не удалось сделать меня своим убийцей, поэтому он попытался сделать так, чтобы моя подлинная судьба меня не коснулась. Все это имеет отношение к прошлому Назгота. Его обман добавил мне сил, но ему удалось запереть меня здесь. Мне оставалось только исследовать время, в котором я находился, и узнать, что случилось спустя 100 лет после ужасного поступка Каина. Может быть, проход в горы расчистился, и я теперь смогу немного приоткрыть завесу над тайной Яна Сподрана. Разиэль! Какая у нас теперь душераздирающая шарада, Мёбиус? Никаких шарад, только мольбы измученного духа. После всех твоих обманов, твои просьбы ничего не значат для меня. Ты загнал меня в будущее Назгота, Мёбиус, и теперь я томлюсь здесь. Мне очень жаль, Разиэль, но это было необходимо. Считай это последним героическим поступком обреченного. Ты сбился с пути, а теперь посмотри на результат, на ту пустыню.
которую сотворили вы с Каином. Я не могу понять, почему я должен отвечать. Ты пощадил Каина, а сделав это, обрушил мир в пучину ужаса. Я могу принять то, что Каин убил меня, Розель. Как хранитель времени я предвидел это задолго до того, как это случилось. И мне было легче при мысли о том, что Каин остается единственным выжившим из своего подлого рода. Но ты сделал мою жертву бессмысленной. Твои аргументы не искренни с того времени. Я не вижу, каким образом жизнь или смерть будущего Каина могут повлиять на эти события. Эту пустыню породил первоначальный отказ Каина у колонн, и несмотря на все эти витки и повороты, это событие так и не было изменено. Ты хитришь, Мирмус, но думаю, на сей раз ты запутался в своих собственных сетях. Пока Каин карабкался на свой драгоценный трон, колонны потонули в трясине разложения, утянув за собой весь Нозгот. Я сомневаюсь, что это имело какое-то отношение к колоннам и отказу Каина пожертвовать собой. Я думаю, ты просто испугался, потому что не знал, что он собирается делать. Он ведь Джокер, а ты не хотел, чтобы он повлиял на твою игру. Вот почему ты хотел, чтобы я уничтожил его. А теперь, когда он выжил, ты представления не имеешь о том, что будет дальше, да? Может быть, в первый раз за всю жизнь. И ты боишься, что он может найти третий путь выхода из дилеммы, которую ты поставил перед ним. Ты поверил лжи Каина. Покинь это место и не тревожь больше мой дух. Если только ты вообще дух, ты не забыл, у меня есть способ узнать наверняка. Если ты, конечно, захочешь рисковать. Вряд ли. В любом случае. Это были колонны, так хорошо знакомые моим воспаленным глазам. Но теперь, когда я начал понимать их истинное значение, я смотрю на разрушение этих колонн с неизведанным доселе ужасом. И я задаюсь вопросом, мог ли отказ Каина, его честолюбие, стать причиной такого опустошения? Я чувствую какое-то темное влияние в этом месте. Приблизившись, я разглядел призрак Ариэль, прикованный к этому месту уже более столетия. Я связана навеки. Надежда покинула меня. Дух мой прикован к этому месту. То, что уничтожил круг, не коснулось меня, потому что я была мертва, и мне ничто не могло причинить вред. Мне не с кем было разделить медленное впадение в безумие, а Каину боль смерти. Когда яд Натраптора настиг Каина даже в его безопасном убежище, проиграл не он один. Нозгот потерял равновесие, и вот каковы мы сейчас, не те, какими были. Я чиста, но бестелесна, и Каин ужасающе реальный, но испорченный. Заключение свело тебя с ума, друг. Ты сосредоточилась на Каине, потому что считаешь, что это он привязал тебя к этому месту. Но мы оба знаем, что не Каин виновен в твоей агонии. Колонны были разрушены темными силами, вызванными самими хранителями. Чем больше я узнаю о вашем круге, тем яснее различаю клубок отвратительных манипуляций. Каин отдал им победу. Они хотели уничтожить колонны, а он был их инструментом. А может, он был их пешкой? Смягчится ли твой гнев, когда ты узнаешь, что Каин был поставлен перед дилеммой так, чтобы колонны обрушились вне зависимости от его выбора, и что опустошение могло бы быть еще большим, если бы он выбрал путь, который ты ему предлагала?
Ты проницательное и хитрое создание, но твои доводы не оправдывают Каина. Он должен умереть, чтобы восстановить колонны. Другого пути нет. Тогда обдумай еще более ужасную возможность. А что, если смерть Каина не восстановит колонны? Подумай, ведь может статься, что уже слишком поздно и мир нельзя спасти, и ты обречена на вечное заключение здесь. Почему ты преследуешь меня, демон? Ты видишь, я в плену. Жалься надо мной. Жалиться, как ты сжалилась над хранителями, когда подослала к ним Каина? Или так, как ты сжалилась над Каином, подбивая его игнорировать свое предназначение и в то же время используя его в качестве кары для круга? Или, может быть, так, как ты сжалилась над своим любимым Напраптором, сделав его первой жертвой Каина? Ты жесток. Почему ты терзаешь меня? Я просто ищу ответы, Ариэль. Что ж, я оставлю тебя в покое, но знай, что касается тебя и тех страданий, от которых ты так жаждешь избавиться, ты просто на пределе. Разиэль, убийца-неудачник. Каин был в твоей власти, но у тебя не хватило смелости довести дело до конца. А теперь ты видишь пустыню, созданную руками тирана. Он хочет сохранить собственную жизнь любой ценой, даже если ради этого придется пожертвовать целым миром. Таков удел Нозгота, пока Каин жив. Какая ирония в этой жалкой сцене. Можно подумать, что ты обломал все колонны одной рукой. Что ты хотел уничтожить, протаскивая свое омерзительное тело через это место, а? И почему ты благоденствовал, когда нас год постигли безумие и бедствие? Я понял, что в этом мире все гораздо проще, чем кажется. И ты не исключение. Я двигатель жизни, источник существования Нозгота. Я ось колеса, начало всех жизней, пожиратель смерти. А может, ты просто голоден? Неужели все так просто? Не правда ли, какая поэтическая ирония? Величайший противник вампиров оказывается едва ли не большим паразитом, чем все они. Не испытывай мое терпение, Разиэль. Я тебя сотворил, я же тебя и уничтожу, если ты осмелишься противостоять мне. Я ведь твой посланник. Смерть мне не страшна. Существует и нечто худшее, чем смерть, Разиэль. О, теперь я вижу, что ты из себя представляешь на самом деле. Рак, отвратительный паразит, поселившийся глубоко в сердце мира. А теперь ступай, заканчивай свое жалкое восстание и займи свое место среди уничтоженных, использованных и проклятых, но знай, ты мой навечно, всегда был и всегда будешь моим, похититель. Проход был действительно свободен. Теперь я мог исследовать северные горы Нозгота. Может быть, можно было еще найти следы существования Яноса Одрана. Здесь я обнаружил Уштанхайм, уже давно покинутый и разрушенный.
По легенде, Янос Одран совершал набеги на деревни, пока сарафанцы не выследили его и не уничтожили. Если в этих легендах была хоть доля правды, то логово древнего вампира было где-то недалеко. Это сооружение явно не было воздвигнуто архитекторами людей. Как молча свидетельствуют фигуры под балконом, в этих домах жили крылатые существа. Без сомнения, я стою перед горным приютом легендарного Яноса Одрана, но его убежище лежит в руинах, сокрушенной силой какого-то древнего катаклизма. Как и предполагалось, изменение потока времени привело к тому, что я опоздал на столетие. У меня за спиной не было ничего, кроме пустыни, и мне ничего не оставалось, кроме как продолжить исследование этого ущелья. О нет! Каждый раз, когда ты появляешься, происходит что-нибудь возвышенное и ужасное. У меня нет на это сил. На этот раз никаких драм, разве? Ты вправду настойчив, раз идешь сквозь время за мной. Все еще ждешь, пока твоя монетка упадет на ребро? Я жду своего часа. Я вижу, Мебиус немного подшутил над тобой. Да, он явно не хотел, чтобы я встречался с этим Яносом Одраном. Может быть. А может быть, он просто надеялся, что твое сердце ожесточится против меня, когда ты увидишь эту пустыню, над которой я властвую. Мое сердце не нужно ожесточать, Каин. Если бы я только думал, что твоя гибель что-то изменит, я бы расправился с тобой немедленно. Я знал, что ты видишь все насквозь, Розиэль. Янос — ключ к выполнению твоего назначения, но ты должен сам найти путь назад, в прошлое Носгор. Только не строй иллюзий, Розиэль. Предупреждаю, мы оба в большой опасности. Мы оба здесь чужие. Много сил будет брошено на то, чтобы уничтожить нас. Ты говоришь так, словно мы союзники. Что бы ты ни думал по этому поводу, Розиэль, в их глазах так оно и есть. Что ж, они, безусловно, попытаются уничтожить тебя, Каин. Тут сомнений нет. Меня постоянно осаждают просьбами покончить с тобой. Входило это в твои планы или нет, но они боятся тебя до смерти. Что же касается меня, то, думаю, они совершили ужасную ошибку, допустив мое возрождение. Сомневаюсь, что они знают, как уничтожить меня. Не стоит недооценивать их, Розиэль. А кто, собственно, такие эти демонические «они», о которых мы все время говорили? Когда все происходит в строжайшей конспирации, левая рука может не знать, что делает правая. Даже Мебиус попадается на каждом слове. Мебиус просто кукла. Неужели ты до сих пор не понял? В этом самая страшная ирония. Величайший манипулятор Носгота — лишь игрушка в их руках. Но те, кто дергает за меч, не показывают лиц. Пока. Но им не понравится, если мы сотрем их тщательно срежиссированную историю, верно? Ты должен понять, Розиэль, мы не стираем историю, мы просто переписываем ее. Будущее обтекает наши действия, находя точку наименьшего сопротивления и позволяя вносить лишь незначительные изменения. Ты ощутил эту перестановку, когда отказался убить меня. И помни, Розиэль, с этой точки зрения мы тоже чужие. История не любит парадокс. А если события нельзя перетасовать так, чтобы вызвать изменения? Чужаки будут вытеснены, не забывая о том, что, возможно, именно такого исхода добиваются наши враги. Мы должны действовать очень осторожно.
Обнаруженные мною сцены были невероятны. Эти крылатые существа, архитекторы колонны, создатели Похитителя, были первыми вампирами. Их жажда крови была проклятием, которое наложили на них враги. Эти рисунки подтверждали то, что Каин рассказывал мне, а я не поверил ему. Я напрасно старался понять общую картину. Как Каин собирался обмануть судьбу? Какую роль он приготовил для меня? И почему Мёбиус и его темные силы так хотели убить Каина? И почему орудием их убийства должен был стать я? После того, как Похититель получил свою энергию, влияние его ослабло. Я пришел в себя и осмотрел свое новое оружие, в котором теперь были заложены природные силы. Я надеялся, что теперь у меня была возможность покинуть эти заброшенные земли.
которые были повреждены или осквернены. Наконец-то я смог открыть временную комнату, которую я обнаружил на болотах уже довольно давно. Теперь у меня была возможность покинуть это время и попасть в другое, когда Янос Одран был еще жив. У меня не было выбора. Я действовал в слепой вере. Нельзя было определить, на какое время этот прибор был настроен. У меня не было ни знаний, ни средств, чтобы самому настроить механизм. Колебался я недолго. Нажав на рычаг, я шагнул вперед и доверился себе. Как бы там ни было, но прибор, кажется, доставил меня именно в то время, которое мне было нужно. Это были знамена сарафанцев, а эти вампиры — их жертвы. Это совпадение показалось слишком удобным. Мёбиус ли подстроил мое прибытие, или кто-то другой, я не знал. Но если Янос Одран все еще жив, я найду его. Я устал от постоянных обманов и решил действовать осторожно. Несмотря на все ужасы, которые устраивал Мёбиус, эта бойня была вне конкуренции. Земля была залита кровью, зверства применялись по закону. Хладнокровное правосудие истинно верующих. Во имя всего святого! Здесь, наконец, я смог лицезреть своих бывших братьев, священников-сарафанцев, которые посвятили своей жизни истреблению чумы вампиризма. Пока я осознавал это, я ощутил небольшой позыв, сожаление о том, что когда-то было моим предназначением. Сейчас я смотрел на них совсем без того почтения, которое было у меня раньше, потому что я увидел человеческую сторону вампиров, а сейчас я видел дьявольскую сторону этих людей. После моего долгого путешествия я стоял на пороге откровения. Передо мной было убежище Яноса Одрана в горах. До меня здесь никто не бывал. Я не был уверен, был ли жив еще Янос, но теперь кое-что становилось ясно. Янос потерпел поражение после гибели древних вампиров. Препятствие было только одно. Я не знал, как добраться до балкона, находящегося на головокружительной высоте, так далеко от меня. Это было строение крылатых существ, и обрубки моих крыльев были бесполезны. Чтобы подняться на гору, мне нужно было придумать другой способ. Я обнаружил, что в горах я не мог ничего поделать. Эти галереи и балконы были сконструированы таким образом, что между ними могли перемещаться только летающие создания. А так как летать я не мог, проход для меня был закрыт. А ведь цель моего путешествия была совсем рядом. Именно здесь находился тот предел, который вел к древнему вампиру.
Я не знал, кем был Янос Одран. Страшным монстром или благородным созданием, память о котором увековечила крылатая раса в развалинах древних вампиров. Мне было все равно. Ангел он или дьявол, только у него были ключи. Янос Одран. После стольких лет приятно слышать, когда твое имя произносят без омерзения. Розиэль, дитя мое, что они с тобой сделали? Меня протащили через ад и обратно, и, похоже, все ради этого момента. Но я пока не знаю, зачем. 1000 лет я ждал, один, потеряв веру. Во времена соединения 9 хранителей были призваны на службу колоннами, а я был призван в качестве 10-го хранителя, стража-похитителя оружия избавления. Шло время, и наша раса вымирала. Наконец, остался я один. Меня поддерживал лишь долг перед тобой и необходимость охранять клинок. А остальные 9? Разве долг хранителя не поддерживал их? Я не знаю. Когда наша раса выродилась, человечество начало процветать. На протяжении столетий я наблюдал, как наша история становилась мифом и, наконец, полностью исчезла. Люди совсем забыли нас и сами захватили колонны, ничего не зная о их подлинном предназначении. Для них я всего лишь дьявол, источник их вампирической чумы. Но почему колонны призвали хранителей людей, если должны были служить вампирам? Колонны выбирают хранителей с рождения, Розиэль, а вампиры больше не рождались. Такова была наша дилемма. И в этом ужасная ирония. Со своей чистотой члены круга разрушали те самые колонны, которые поклялись защищать. Они вступили на предательский путь. С каждым новым убитым вампиром люди перерезают собственную глотку. Они не знают, что я здесь, наверху, вне пределов их досягаемости, и это пугает их. Вы видите, как они выставляют на показ содеянное, чтобы помучить меня. А может быть, для того, чтобы выманить меня наружу. Они по глупости убеждены, что, уничтожив меня, уничтожат и весь наш род. К счастью, мы не настолько хрупки. Я видел, как они собирают войска в деревне, внизу. Да, я не знаю, что они планируют. Но, боюсь, у нас совсем мало времени. Похоже, что люди приносят вам только горе и страдания. Наверное, вы ненавидите их. Они боятся того, чего не могут понять, и презирают то, чего боятся. Но нет, я их не ненавижу. А Вородер ненавидит. Он много страдал. Он не может простить их. А их нужно простить? Они не понимают, что делают. Они просто малообразованы, и ими легко манипулировать. Так значит, это правда. То, что мне говорили Каин и Вородер. Я действительно нечто вроде ужасного мессии вампиров. Нечистого? Нет. Мессии. Возможно. Мне не нравится это слово. Оно пахнет мучениями. Розиэль, твоя роль в этом мире гораздо более важна и более милосердна, если только ты позволишь себе поверить в это.
Твой путь не будет простым. Темные силы объединились против тебя. Но, думаю, это ты уже знаешь. Ты прошел через тяжкие испытания. Нужно сохранить соединение, Розиэль. Колонны — это замок. А похититель — ключ. Да. Похититель здесь? Почему же я ничего не чувствую? Самое мощное оружие, когда-либо выкованное нашими кузнецами. Они наполнили клинок вампирической энергией, дав ему власть высасывать из врагов все их жизненные соки. Когда Янос достал меч, меня охватил ужас, более леденящий, чем все, что я чувствовал раньше. Меч в одно и то же время отталкивал меня и притягивал. Я испытывал непреодолимое желание коснуться его. Пожалуйста, забери его у меня. Боюсь, что за тобой шли. Ты должен спастись, Розиэль. Янос! Нет! Вокруг меня все завертелось, и я обнаружил, что меня перенесли на безопасное расстояние от засады в соседнюю комнату. Янос перенес меня подальше от сарафанцев, забыв о собственной безопасности, чтобы спасти мою жизнь. И сейчас я боялся, что мой новообретенный учитель будет убит теми самыми крестоносцами, которым я недавно поклонялся. Ирония уколола меня, и с возрастающим ужасом я понял, что Мёбиус дурачил меня с самого начала. Сарафанцы просто проследовали за мной по дороге, которой я безрассудно прошел через это святилище, и вернулись с посохом Мёбиуса. Вооруженные им, они легко справятся с Яносом. Через дверь я мог слышать, как они сражаются, меньше, чем в 10 шагах от меня, но с тем же успехом это могли быть и 1000 миль, потому что дверь была запечатана силами стихий, которыми я не владею. Казалось, что Янос перенес меня в сердце храма огня. Я подумал, что, возможно, если бы я оживил кузницу и смог вовремя восстановить похитителя, у меня бы появился крошечный шанс спасти Яноса от его ужасной судьбы. Я поместил похитителя в топку и закалил клинок природным огнем. С таким оружием я теперь мог открыть природный барьер и спасти Яноса от его палачей.
Остановите его! Смотрите на его черное сердце. Оно все еще бьется. Враг хочет похоронить нас заживо. Разиэль, нам надо выбираться отсюда. Не забудьте меч! Прости меня, мне очень жаль. Я подвел тебя. Нет, Разиэль. Возможно, таково было мое предназначение. Просто спасти тебе жизнь. Когда я взял твое... Прими свою судьбу, Разиэль. Ты должен найти похитителя. Он был выкован для тебя одного. Иначе надежда будет потеряна. Когда я отошел от тела Яноса, меня охватила такая яростная ненависть к самому себе, что я с трудом мог выносить это. В это мгновение я отринул все, чем когда-то был, и принял на себя ту роль, которую так терпеливо хранил для меня Янос много столетий. Теперь я знал, что мне нужно делать и для чего я был предназначен. Я буду преследовать сарафанских собак до их жалкой крепости, отомщу за убийство Яноса Одрана. Мёбиус дорого заплатит за свое предательство, а мои сарафанские братья дорого заплатят за посеянный ими ужас. Я захвачу украденный ими похититель, который по праву принадлежит мне, и, наконец, когда все долги будут оплачены, я вырву у сердца Яноса Одрана из их грязных недостойных рук. Если сердце действительно было пропитано силой, способной восстановить не жизнь вампиров, его высшее предназначение было совершенно ясным для меня. Мы ждали тебя, малютка Разиэль. Ты действительно считаешь, что можешь спасти Носкот? Позволь мне просветить тебя, бедная Разиэль. Это и есть спаситель Носкота. Подойди поближе, Разиэль. Ты не пройдешь. Ты подвел, Разиэль. Вот интересно, древний, ты действительно возродил меня или просто оказался рядом, когда я очнулся от своих мучений в бездне? Полагаю, ты просто счел меня подходящим. Я был брошен к тебе в логово Каином, и по какой-то причине меня нельзя было уничтожить. Доверчивый и гибкий инструмент, которым удобно манипулировать. Это я охотно признаю. Меня использовали другие снова и снова. Но я, похоже, всегда сбивался с их пути.
В чем же со мной дело, демон? Почему я такой ненадежный инструмент? Почему мне удается пережить одно испытание за другим снова и снова в бесконечном ряду унизительных смертей и возрождений? Похоже, что я многого не знаю о своем предназначении и своей истории. Может быть, и ты тоже многого не знаешь. Он считает, что может изменить судьбу. Глупец. Внезапно, самым непостижимым образом оказалось, что похититель лежит прямо передо мной. И снова я не ощутил никаких признаков искривления времени, этого специфического чувства смещения, которое охватило меня, когда я впервые увидел меч. Оказавшись наедине с ним, я содрогнулся от того же безымянного ужаса, который испытал, когда Янос впервые показал мне похитителя. Я чувствовал, что меч одновременно отталкивает меня и в то же время внушает страстное желание завладеть им. Итак, Розиэль, вот и мы, наконец. Теперь у тебя нет выбора, придется сразиться со мной. А я не так глуп, как заставил тебя поверить. Нам надо утрясти кое-какие дела. Ты знал, что я приведу сарафанцев к Яносу? Ах ты подлый мерзавец! Ты дирижировал каждым моим шагом! Моя судьба так тебя развлекает? Развлекала, пока не подошла к концу. Ну уж нет, Розиэль. Малек, не дай этой твари уйти. Он опасен для круга. Ну уж нет, Розиэль. Малек, не дай этой твари уйти. Он опасен для круга. Бедный, обманутый Розиэль. Приходило ли тебе в голову, что тебя обманули, и ты изменил историю для меня? Я столб времени. Все твои намерения мне были известны раньше, чем тебе, идиот. Все кончено. Они поглотили тебя. Лорд Мебиус, там что-то случилось. Круг атакован. Стой, Малек. Только этот представляет собой реальную угрозу. Что ты тут собираешься устроить, Мебиус? Ядовитая тварь. Неужели ты думаешь, что я так и позволю тебе уйти и портить все, к чему ты прикасаешься? Я согласен. До этого момента я недооценивал тебя, Мебиус. Но этой ошибки я больше не повторю. Опять неверно, Розиэль. Давай, Малек, запирай дверь. Лишив меня призрачного клинка, Мебиус поставил меня в положение, в котором я мог выбрать только одно оружие. Если вдуматься, не отсутствие выбора, а слепая ярость заставила меня взять похитителя. Было такое ощущение, что моя рука действует сама по себе. А теперь та же рука сжимает рукоятку меча с необычайной силой, и я ощутил почти явственный звон, отдаленное, но сильное чувство, страсть, с которой призрачный клинок рвался соединиться со своим физическим. Пришел отомстить, демон. Возвращайся в ад. Я узнал в этих двоих своих бывших братьев, в жизни как сарафанцев и вне жизни как вампирических сыновей Каина. Малахия и Зефон, слабейшие из семьи Каина. Эти ублюдки ничего не знают о том, какое будущее их ожидает, как они сами станут тем, что так презирают. Похититель гудел от жадного нетерпения. Янос называл его вампирическим клинком.
наделенным способностью высасывать из своих жертв все жизненные соки. И мне не терпелось узнать, что сделает похититель с этими двумя. Когда Малахия и Зефон пали от моей руки, я остро почувствовал, как похититель жаждет крови. Совсем так, как когда я был вампиром. Я чувствовал, что связь между нами окрепла. Похититель пробовал на вкус мою ярость, а я был отравлен его кровожадностью. Клинок словно бы оживил меня. Моя физическая энергия больше не иссякала со временем, а раны, нанесенные моими врагами, исцелялись почти мгновенно. Похититель сделал меня непобедимым. Ты пришел, чтобы забрать черное сердце чудовища? Сначала тебе придется пройти через нас. Следующими со мной столкнулись мои бывшие братья Рахаб и Думах. Казалось, что все это кем-то срежиссировано. Воодушевленный похитителем, я был почти пьян от откровений. Я наконец-то смог оценить изысканную иронию богохульной шутки Каина и ощутил, что веселюсь вместе с ним через столетия. Потому что это я отправил этих ублюдков в могилу, тем самым предоставив тела, которых Каин через 1000 лет поднимет в качестве своих сыновей-вампиров. Возвращайся в ад, откуда ты пришел, демон! И вот, наконец, мой брат Турель, который вместе с Думахом бросил меня в бездну, не дожидаясь команды Каина. Такой праведный и исполненный чувства долга, даже будучи вампиром. Полагаю, некоторые привычки не умирают. Вампир Турель ускользнул от моего мщения. Турель-сарафанец не ускользнет. Итак, вампир, ты здесь. Ты уничтожил моих братьев, а теперь пришел за мной. Вряд ли я покажусь тебе легкой добычей. Я не хочу убивать тебя, но сделаю это, если придется. Верни мне сердце, и мы покончим с этим немедленно. Так ты пришел отомстить за этого подлого паразита и забрать его грязное сердце. Ты добродетельный монстр, да? Собственно говоря, да. Нет, вампир, все закончится здесь, но ты не выйдешь из этой комнаты. А теперь покончим с этим, я буду милосерден и быстр. Как ты сделал это для Яноса? Нет, эта тварь увертывалась от нас слишком долго. Было бы позором прикончить его быстро. Какая ирония, право. Знаменитый Янос Одрен вообще не оказал сопротивления. Благодаря тебе. А ты слышал, как он трусливо заорал, когда я вырвал его черное сердце? Я отрекаюсь от тебя. Вот и все. Моя история описала полный круг. Почувствовал своего двойника, призрачный клинок оторвался от меня и обвился вокруг своей прежней сущности. Я почувствовал, как разжалась хватка, и когда клинок покинул меня, его отсутствие взволновало меня больше, чем прежде волновало его присутствие. Всепоглощающее чувство пустоты и потери охватило меня, и ужасное откровение обрушилось на меня словно шторм. Когда все враги были побеждены, объединенные клинки обратились против меня. И я понял, наконец, почему ничего не почувствовал, когда Янос передал мне клинок. Похититель не был выкован, как оружие, похищающее души.
Это мстительное, высасывающее души существо, заключенное в мече, было и всегда было мною. Вот почему клинок был уничтожен, когда Каин попытался убить меня. Похититель не мог пожрать собственную душу. Клинок уничтожил парадокс. Таково было мое ужасное назначение. Всю вечность проигрывать этот очистительный цикл. И я не мог этого вынести. Отчаяние захлестывало меня. Ты наслаждаешься этим, Каин? Не борись, Розиэль. Сдайся. Это ты считал моим предназначением? Верь мне. Я чувствовал себя ослабевшим, неспособным держаться. Похититель был чересчур силен. Притяжение становилось слишком велико. А потом растущее головокружение и знакомое смещение. Парадоксальный момент, когда моя раздвоенная душа находилась одновременно и снаружи, и внутри клинка похитителя. На это мгновение, момент временного искривления, и рассчитывал Каин с самого начала. Это был край монеты, минута вспышки вероятности, на которую Каин поставил все. Теперь ты можешь выполнить свое истинное назначение, Розиэль. Я видел, как в глазах Каина вспыхивают и угасают новые воспоминания, в то время как история пытается справиться с новым препятствием. И по ужасу, искажавшему его лицо, я понял, что на этот раз мы, возможно, слишком сильно изменили историю, что, пытаясь изменить мою судьбу, он породил роковой парадокс. Боже мой, Хиден, мы попали прямиком в их ловушку, Розиэль. Янус должен оставаться мертвым. Но предупреждение Каина было потеряно, потому что я скользнул в мир духов, слишком ослабевший для того, чтобы поддерживать физическую форму. А там меня, как всегда, ожидал похититель. Призрачный клинок, моя душа, раздвоенная и навеки связанная со мной. И я понял, что никогда не смогу избегнуть своего ужасного предназначения. Я просто отсрочил его. История не терпит парадоксов.